Привет, смотрящий. Уже много лет нас пугают разными крипипастами и играми, которые подаются нам под видом безобидных развлечений. А в какой-то момент начинают нас пугать и вселять ужас. Игра Kitty Kart 64 является простой гоночной игрой, где наша задача проехать 3 круга как можно быстрее. Но что, если я вам скажу, что мы никогда не сможем этого сделать? И у вас сразу возникнет вопрос, почему? Ответ вы сейчас узнаете в полной истории Kitty Kart 64. Игра стартует с простейшего меню, где мы можем выбрать одиночную или мультиплеер игру. При попытке подключить второго игрока будет выскакивать ошибка, якобы игра не видит никакого второго игрока. Нам не оставляют выбора, и мы идем играть в одиночную игру. Нам ставят задачу проехать 3 круга на маленькой гоночной машине, управляемой котенком. 3, 2, 1, и вот мы мчимся по трассе, обращая внимание на карту в нижнем углу экрана, чтобы не сбиваться с пути. И тут мы пересекаем финишную черту и ожидаем, что нам отметят, что один круг уже пройден. Но цифра не меняется. Мы пробуем проехать еще один круг, и снова цифра не меняется. Создается ощущение, что игра сломана, и нет никакого смысла проезжать эти круги. И в какой-то момент мы замечаем дым и начинаем действовать против правил гонки, выезжая за пределы карты, чтобы узнать, откуда идет дым. Перед нами разбитая гоночная машина, которая врезалась в столб и задымилась, но на месте водителя никого нет. Исследуя дорогу за пределами карты, мы натыкаемся на столб с еле различимым знаком с надписью «Кошмар». Желание узнать, что же там, становится сильнее, и мы выезжаем за границы карты, падая в пропасть. Мы приземляемся на грязный, покрытый отходами стадион, где поломано все, и вокруг никого. Продвигаясь через грязь, мы видим гоночную машину, но также без водителя. Нас постепенно засасывает болото из отходов, и мы снова проваливаемся за границы карты. На этот раз мы приземляемся в пустыне, и судя по карте, это как будто обычная гоночная трасса в игре. Проезжая круг за кругом, все начинает меняться и баговать. Вся карта начинает сбоить, терять свои текстуры, и в какой-то момент нас выкидывает за пределы карты. Теперь мы оказались в очень странном месте, где повсюду лежат силуэты людей, издающие страшные крики, бьющиеся в конвульсиях, как будто им очень больно. Проезжая мимо силуэтов, мы постепенно оказываемся у границы карты и снова падаем за ее пределы. На этот раз мы оказались в темном месте, где повсюду висят шарики и искаженная надпись «Поздравляем». В этот раз у нас появилась задача, а именно лопнуть 30 шариков. Постепенно взрывая шарики, мы слышим детский смех, но иногда из шариков льется кровь, и мы слышим крики от ужаса. После того, как мы выполнили задачу, наш котенок взрывается, а затем появляется на мосту в темное время суток и перед въездом в какой-то город. Продвигаясь по мосту, мы постепенно подъезжаем к воде и видим некий подъем, а рядом знак с надписью «Кошмар». Не имея выбора, мы падаем в воду и летим за границы карты. Теперь мы приземлились на парковке, но вокруг нет ни одной машины. Постепенно мы находим нарисованные стрелки, которые приводят нас к подземному спуску, куда мы и заезжаем. На подземной парковке мы также следуем по стрелкам, пока не находим выезд, на котором висит плакат «Финиш». То есть мы наконец-то можем завершить круг или даже завершить гонку. Подъезжая к финишу, мы натыкаемся на шипы, и наши колеса сдуваются. Прямо у финишной черты мы не можем больше двигаться. Где-то вдали мы слышим, как кто-то приближается к нам. Перебирая все возможные кнопки, нам не позволяет сделать даже малейшее движение. Нас кто-то настигает и... Наш котенок лежит прямо у финиша, весь в крови, и мы видим надпись «Поздравляем». Я уже вижу у вас немой вопрос, что это вообще было. Не волнуйтесь, сейчас я вам все объясню. На самой первой карте мы видели разбитую машину, которая намекает нам на аварию, которая, возможно, случилась с нами. Если мы будем внимательнее исследовать, то рядом с аварией мы найдем детский рисунок, на котором машина, овечка и пропасть. На следующей карте мы можем найти новый рисунок, на котором изображена овечка в грязи и кто-то полностью закрашенный. Исследуя еще больше, мы встретим девочку, которая кричит на нас, чтобы мы даже не пытались к ней приближаться, потому что мы испачкаем ее, и ей противно наше присутствие. На третьей карте мы можем встретить зайчика, который говорит нам, что он ничего не чувствует. Но как только карта начинает глючить и сбоить, зайчик падает и бьется в конвульсиях, и говорит нам, что теперь он наконец-то что-то чувствует. На этой же карте мы можем найти новый рисунок, на котором изображена пирамида, черная пустота и как будто кровавые следы. На четвертой карте повсюду лежат силуэты людей, кричащие от боли, и ничего кроме этого. Как будто они не готовы к экзаменам. Кстати, я хочу вам напомнить, что ЕГЭ уже скоро. Главное, не волнуйтесь.
Ведь если вы хотите хорошо сдать экзамены, то существует онлайн-школа Сотка и специальный курс Экстра. Вы можете дешево подготовиться по 4 предметам до экзаменов всего за 3 месяца, потому что обучение проходит без стресса, проверка домашки за 20 минут, вебинар с психологом, да в Сотке даже есть генерация тестов по нужным вам темам. А если вы в 10 классе, то вы получите 6 месяцев бесплатной подготовки при оплате обучения заранее на сентябрь. А еще у вас будет шанс получить Mercedes S-класса. Да, настоящий Mercedes от Сотки. Просто за то, что вы учитесь и готовитесь к экзамену. И это еще не все. Вы можете записаться на бесплатный пробный урок, но учтите, что стоимость обучения повышается каждые 2 недели. Поэтому важно перейти по ссылке в описании и воспользоваться моим промокодом MAZAI100, благодаря которому вы получите скидку 8% на первый месяц обучения. Ну а я продолжу разбор. На 5-й карте мы как будто на празднике, где сбиваем шары и слышим то радость, то видим кровь и крики людей. Также мы можем встретить девочку-мышку, которая говорит нам, что она не должна здесь быть, и она не готова просыпаться. А затем ее голова взрывается, как воздушный шар, и остается кровавый след. Мы можем найти трофей, а рядом рисунок, на котором изображена овечка, и темный силуэт, который держит овечку за руку. На 6-й карте, продвигаясь по мосту, мы находим новый рисунок с котом и лицом овечки. И мы начинаем встречать безликого кота, который разговаривает с нами на непонятном языке. Но мне удалось расшифровать его фразы вместе с подписчиками в моем телеграм-канале. Ссылка, кстати, в описании. Я разложил все фразы из символов, разделил их на небольшие квадраты и подставил под каждый символ буквы из английского алфавита, начиная с первой буквы. Если символы повторялись, я указывал ту же самую букву, которую я назначил под символ, а пустые места обозначал как пробел. Получив набор английских букв, я зашел на дешифровщик криптограмм, где я вставил эти буквы, и путем подбора повторяющихся букв и наоборот, сайт подобрал мне полные фразы, которые говорит нам код. «Эй, хватит пугать рыбу, здесь несложно наловить еды, тебе надо как-нибудь попробовать, не бойся, я тебя не трону, вода здесь спокойная». Катаясь по мосту, мы можем найти новый рисунок, на котором овечка вся в слезах, и как будто из одного глаза текут слезы, а из другого – кровь. Также на карте есть еще один рисунок, на котором изображены открытые глаза вверху и закрытые внизу. На 7-й карте мы находим оторванные зубы, которые намекают нам о том, что с нами случится у финишной черты. Кадры с выбиванием зубов мы видим, когда нас избивает черный силуэт, как будто намек, что мы не имеем права разговаривать. А теперь самое интересное. Что, если я вам скажу, что наш котенок в машине – это образ водителя, нас с вами, который совершил аварию и унес множество жизней вместе с собой, в том числе и детей. И так как наша душа осознает совершенное, мы попали в 9 кругов ада Данте из божественной комедии, поэмы о сознании человеком своих грехов, где мы расплачиваемся за все содеянное. Начиная с заглавного экрана, мы попадаем в лимб, первый круг ада, бесконечную гонку, которая никогда не завершится. Первая карта – второй круг ада, а именно вожделение или похоть, с яркими радостными цветами и музыкой, и рисунком, где мы овечка на краю пропасти. Вторая карта – третий круг ада, чревоугодие, грязь, которая нас делает медлительными и беспомощными. А на рисунке мы как зло, и нам даже говорят не подходить, бояться испачкаться в грязи. Третья карта – четвертый круг ада. Жадность. Египетские пирамиды, символизирующие богатство. Символизм в виде того, что жертва чувствует только боль. А на рисунке изображение спуска в ад. Четвертая карта. Пятый круг ада. Гнев, злость, ярость, агония. Крики людей перед смертью. Пятая карта. Шестой круг ада. Ересь, лжеучитель. Мы видим воздушные шары, праздник. Мы воспитывали детей, и мы все разрушили. А на рисунке мы подружились со смертью. Шестая карта. Седьмой круг ада. Жестокость. Кот на мосту как отображение нас. Мы не живы, мы убийцы. У нас нет зубов, нет рта, чтобы что-то говорить. И спокойная вода, ведь мы обречены блуждать в одиночестве. А на рисунках слезы, кровь, свет и тьма. Седьмая карта, 8-й круг ада, обман. Нам показывает, что у нас нет зубов. Мы не имеем права говорить, а стрелки как направление в ловушку. 8-я карта, 9-й круг ада, предательство. Стрелки ведут к финишу, но он остается недосягаемым, а навстречу к нам идет только смерть, жестоко избивая нас. И в конце фраза «Поздравляем, ты сделал это», как насмешка, что мы во всем виноваты. Я решил изучить файлы игры и нашел неиспользованную карту под названием Hell или Ад. Место, в которое мы никогда не попадем, потому что будем переживать вечные круги ада. Также в файлах игры я нашел скрытые картинки. На этом рисунке мы в образе овечки, полностью голые, и находимся за решеткой, как символизм произошедшего по нашей вине. А здесь мы увидим образное разрушение жизни, как отсылка к карте с пирамидами. И на последней скрытой картинке повсюду часы и цифра 9, как отсылка к 9 кругам ада.
которые будут повторяться вечно. Друзья, мне постоянно нужна ваша помощь в телеграм-канале. Мы вместе разгадываем все загадки, находим истину, разбираем теории. Очень прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы вместе разгадали все тайны всех инди-хоррор игр. Ссылка в описании. С уважением, ваш Мазай. Кстати, если хотите попасть в титры видео, то в описании есть все ссылки. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями и увидимся в новом видео.